Для этого рецепта я беру 2 яйца. К яйцам добавляем 2 столовых ложки сметаны или йогурта. Также сюда просеем 2 столовых ложки муки. А вместе с мукой просею 1 небольшую щепотку соды. Посолим щепоткой соли. И все хорошо перемешаем. Затем я порежу 1 помидор. Помидор отправляем в тесто. Также немного порежем колбасы или ветчины. При этом лучше порезать ее мелко. Отправляю ветчину к предыдущим ингредиентам. А также украсит собой наше блюдо немного сыра. 50 граммов сыра потрем или порежем мелко. Вот так. Дальше в эту аппетитную компанию ингредиентов добавим свежую или сухую зелень. У меня зелень сухая, я добавляю столовую ложку сухого зеленого лука, чайную ложку петрушки и пол чайной ложки укропа. И все хорошенько перемешиваем. Конечно же, зелень можно брать по своему вкусу. Думаю, уже сейчас по составу ингредиентов вы видите, что это блюдо может получиться только вкусным или очень вкусным. Разогреваю сковороду на среднем огне и немного смазываю растительным маслом. Выкладываю сюда наше интересное тесто в виде оладий. И недолго обжариваю под закрытой крышкой. Через 4-5 минут переворачиваю эти ароматные оладушки на другую сторону. И продолжаю готовить под крышкой еще 4-5 минут. И все готово. Просто, быстро и очень сытно. Надеюсь, что этот простой и вкусный рецепт вам также пригодится. Готовьте на здоровье. Также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я, как всегда, желаю вам здоровья, радости и мира. И, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео. Для этого вкусного и быстрого рецепта возьмем 400 граммов фарша. Фарш может быть любой по вашему вкусу. К фаршу добавляем 1 стакан кефира или йогурта 200 мл, 1 луковицу среднего размера потрем на мелкой терке. Можно, конечно, лук просто мелко порезать, но нежнее будет, если лук все-таки потереть на терке. Добавляем к остальным ингредиентам. Также мелко порежем или пропустим через пресс 1 зубчик чеснока. Дальше я возьму 1 яйцо, но добавляю его не целиком. Белок отделяю. А желток отправляю к остальным ингредиентам. Дальше это не обязательно для рецепта, но я хочу добавить немного укропа, пару веточек. Укроп нарезаю мелко. Все-таки с укропом аромат будет неповторимо аппетитный. Теперь солим по вкусу. Я добавлю пол чайной ложки соли. И также добавляем такую хорошую щепотку черного молотого перца. Композиция получается ароматнейшая. Пахнет
просто замечательно. Все хорошенько перемешиваем. И также добавим сюда пару столовых ложек пшеничной или ржаной муки. И опять все хорошо перемешиваем. Вернемся к оставленному белку. Белок я буду взбивать. Белок очень быстро превратился у меня в такую пену, и я его отправляю к остальным ингредиентам. Он опять-таки придаст дополнительную нежность нашей будущей вкуснятине. Аккуратно все смешиваем. Сковороду разогреваю на среднем огне. Добавляю немного растительного масла. И выкладываю на сковороду. Подскажите в комментариях, как правильнее это назвать. Оладушки, биточки или котлеты. Обжариваю с одной стороны и переворачиваю на другую сторону. Когда наши нежнейшие котлетки зарумянились до золотистого цвета с двух сторон, снимаем пока их на бумажное полотенце. Это просто чтобы впитался ненужный мне жир. Ставим следующую партию. Дальше, когда мы разобрались со всем фаршем и пережарили все эти котлеты, или беляши ленивые, как их назвать, опять выкладываем их на сковороду уже без масла. Оно нам не нужно. Видите, как много готового продукта получается. Сковорода прям полная. Мы включаем на минимальный огонь сейчас плиту и наливаем сюда примерно треть стакана горячей воды. Накрываем сковороду крышкой и даем этой вкуснятине пропариться примерно 5-10 минут в зависимости от размера и толщины готовых изделий. Обязательно приготовьте такое блюдо. Выгодное отличие этого рецепта фарш плюс кефир – то, что эти котлеты будут особенно нежными, особенно мягкими и особенно вкусными. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Спасибо за то, что ставите лайк. И, конечно, я жду ваше мнение в комментариях. А я желаю вам здоровья, радости и мирного неба. И, конечно, как всегда, увидимся в следующем вкусном видео.